Мне одна подписчица написала: сижу на дорогущем диване, жизнь удалась, там с собачкой пью кофе. Первыми, кто пострадает приезжие люди. Потому что все, кто приехали, на них обычно отрываются. Самое главное, что мы живем в том месте, в той стране, в которой я мечтал жить, живя в Германии. У нас люди возвращаются, и никто, ни от кого из них я не слышал, чтобы они говорили, что они здесь чужие. А так как Европа конкретно готовится к войне с Россией, то сложные времена там будут, они туда придут. Пока еще не поздно, я думаю, но стоит изменить свое географическое местоположение. Стабилизатор нужен, потому что перепады электроэнергии, у нас был ветер сильный, шквальный такой, и порвался провод, порвался кабель. Из-за этого была проблема, свет мигал, перепадало напряжение, было 140 вольт, потом 280, и вот так все и скакало. В общем, стабилизатор, он для чего нужен? Для того, чтобы все это стабилизировать. И этим делом мы сегодня планируем заняться. Я сейчас освобожу здесь место в этом углу. И где-то здесь надо будет эту коробку вешать. Я даже не представляю где. Вообще, по идее, наверное, вот сюда где-то. Куда-то ее надо будет повесить. Наверное, здесь. Так, все как-то... Если бы заранее это все делать, то было бы более грамотно, конечно. А сейчас непонятно, как это все лучше сделать. Но я думаю, что лучше всего она подойдет сюда. Коробка эта, штуковина эта огромная. Вот она какая. Она, говорю, стабилизатор. Здесь такой вот большой, в принципе. Вот, нужно будет вешать куда-то. В общем, будем думать сейчас, как это все переделать. Такие вот планы на сегодня. Друзья дорогие, всем привет! Посмотрите, как Александр сделал вчера вот эту красоту. Посмотрите, установил стабилизатор вводной на дом. Вот здесь у нас заходит электричество сюда. Сейчас вам покажу. Вот тут вот стоит автоматика, которая переключает. Если у нас нет света, мы включаем, заводим наш генератор. Я попросил сделать так, чтобы он сам не заводился. Можно было сделать автоматически, но если нас дома нет, ну как бы он будет заводиться и просто так в холостую работать, нам это не надо. Поэтому он сделан так, по моей просьбе, что он только отключается сам. Дали свет, он отключился. Вот. То есть автоматика эта стоит здесь. Дальше отсюда мы имеем прямое подключение сюда в наш стабилизатор. Стабилизатор большой, тяжелый. На 10 киловатт, друзья. На 10 киловатт. Почему? Ну, потому что много всего в доме, и я решил взять его помощнее. Лучше всего с запасом. Зато не переживаешь, что у тебя где-то какая-то будет нагрузка, или перегруз, или еще что-то. Вот. Посмотрите, вот сейчас входное напряжение 228, выход 220. Температура зелененькая горит в норме. Если бы раньше все это и заранее все это делать и грамотно, когда строишь дом, то нужно было бы сделать это все. И гараж я бы больше сделал, мастерскую, и отдельный угол бы сделал для этого. Но я считаю, что из того, что было, сделано неплохо. Единственное, вот это пятно, а у меня такой краски больше нет. Вот это пятно как-то здесь, раньше коробка была, провода. Это немножко так как бы вид портит. Ну вот эти провода туда-сюда, все это идет. Немножко, может, некрасиво. Но, а с другой стороны, кто будет на это смотреть, кроме меня? Тоже показываю 221, 223. Ну, то же самое и здесь. Это то, что у нас на входе. Все это работает. И надеюсь, что послужит нам верой и правдой. Дело в том, что у нас с этими перепадами, которые в связи с обстановкой и со всем остальным, вы знаете, да, включение света и какие-то аварийные работы и все такое, у нас сгорел холодильник. Холодильнику было 4 года.
все, как бы это наш убыток, все. Поэтому я подумал, прежде чем все остальное сгорит, лучше поставить на ввод сразу стабилизатор. Он релейный, он, когда переключается, он немножечко щелкает, но здесь, опять же, в гараже мне не нужен крутой, дорогой, которого не будет слышно. Да пусть он щелкает. Правильно же? Вот, а сейчас, друзья мои, я пришел в мастерскую, нужно поработать, и я хотел бы, прежде чем я буду работать, вам я это, не знаю, показывать, не показывать, наверное, не буду показывать, потому что мало кому интересно. Да, кстати, мне вчера там написали в комментариях, по-моему, на ВК видео написали комментарий. Васька пришел. Васятка. Написали комментарий, что кроме ваших винтиков и шпунтиков и то, что вы там все время вспоминаете Германию, у вас больше ничего смотреть, нечего смотреть и ничего интересного нет. Если вам не интересно, вы просто смотрите другие каналы. Вот и все. И еще мне написали, что чего вы достигли, чего вы добились за эти годы в России. Самое интересное, что обычно люди, которые это пишут, скорее всего, они сами ничего не добились, ничего не достигли. Я думаю, люди это не смотрели наши видео. Опять же, мне перед кем-то вот хвалиться и что-то кому-то доказывать, чего я добился, зачем мне это надо? Я живу своей жизнью, я доволен своей жизнью. Мы приехали, 15 лет уже исполнилось, как мы приехали в Россию. Мы довольны, что мы живем здесь. Мы рады, что мы переехали и сделали этот правильный выбор. Вот и все. Для нас, для меня это уже великое достижение. Вот, поэтому, чего вы добились? Ну, давайте сейчас будем, как мне одна подписчица написала, сижу на дорогущем диване, жизнь удалась, там с собачкой пью кофе. Ну, это прям вот, ну, понимаете, у всех свои мерки счастья. Для кого-то это дорогущий диван. Вот так, да. То есть мы живем в век потребления, и каждый, ну и многие люди думают, что чем больше ты можешь потреблять, тем более ты счастливый. Это такой бред вообще. Полнейший бред. То есть, знаете, как говорит Господь, имея пропитание и одежду, будем довольны. Вот. Мне, в принципе, хватает на пропитание, слава Богу. У меня есть одежда, есть рабочая одежда, в которой я сейчас одет, чтобы поработать. Что мне нужно еще? Я занимаюсь любимым делом. У меня прекрасная семья, замечательная жена, прекрасные дети. Есть автотранспорт, на котором можно работать, есть автотранспорт, на котором можно просто передвигаться. Это дешевле, проще и быстрее, да, на легковой, чем на грузовой машине. У нас есть дом, у нас есть птица, которую мне нравится держать. Ну, для меня вот этого достаточно. Я говорю, самое главное, что мы живем в том месте, в той стране, в которой я мечтал жить, живя в Германии. Вот, я молился Богу, чтобы Он помог нам уехать. И все, и мы живем на этом месте. Поэтому для меня вот это вот, мне не нужен дорогущий диван, мне не нужно, я не знаю, что там, чем мы еще будем мериться там. Ленд-крузерами или чем? Я не знаю, я смотрю на жизнь немножко иначе. То есть, вот хотелось бы ответить на этот глупый, на мой взгляд, комментарий. Вы уж меня извините, но я думаю, что это настолько глупо сравнивать. Давайте сейчас будем равняться. Вот чего вы достигли, чего я достиг. Вы поймите, что жизнь, она не вот в этой... Вот сходите на кладбище и посмотрите, там эти люди лежат, чего они там добивались в своей жизни и кто чего... Они рядом лежат. Понимаете? Тот, кто был, не знаю, партийным боссом в советское время, и тот, кто просто был колхозником, трактористом, они рядом лежат. И чё, что они добились чего-то там. Вы, если измерять жизнь вот этими материальными какими-то ценностями, то это настолько несчастная душа, на мой взгляд. Ну, вы уж извините, я серьезно, это мой взгляд и моя. Раз уж вы написали такое мне, как бы с таким пафосом, с таким наездом, чего вы добились. Я не стремлюсь добиваться чего-то, скажем, что понравилось бы другим людям. Вот другие люди сказали бы: вау, вот он молодец, вот он круто добился. Ну и что добились? Некоторые добились, кстати, да, в свое время, да, добились. Это считалось, может быть, для некоторых людей счастьем уехать куда-то за рубеж. Может быть, даже в последние
десятилетия люди не столько уже уезжают там в Европу, потому что в Европе жизнь давно уже не фонтан, скажем так, да. Вот, а люди уезжают, ну, в какие-то там Дубаи, там, я не знаю, какие-то вот более такие страны. И что? А там вы видели, что тоже происходило. Там также потом смотришь ролики, где русские люди, русскоязычные люди, они плачут и просят, чтобы их забрали, чтобы их эвакуировали, как-то вывезли, потому что опасно, реально. А было спокойно, было тихо. И как кто-то уже писал в комментариях, что сейчас в мире нигде тишины и спокойствия нет. Я хочу вам просто сказать об одном, друзья. Знаете, мысль у меня такая, и она... Вот я с женой уже делился этой мыслью. Смотрите, вы живете сейчас где-то за рубежом, и вы считаете, что ну классно и здорово, все это хорошо. Кому-то, может быть, не нравится в той же Германии, и люди взяли и переехали в другую страну. Не на родину вернулись, а в другую страну, скажем, да. И сейчас пока еще вот так относительный такой мир, скажем, ну относительный мир такой в мире, относительное такое спокойствие, да, все такое зыбкое сегодня, да. Давайте я поставлю как-то камеру, мне уже ее держать не хочется. Вот так я поставлю. А мысль у меня такая, друзья. Вот смотрите, если вы сейчас живете в любой стране, вы русскоязычные, ваши корни отсюда, и даже я вам хочу сказать, что вы прям вот просто стараетесь интегрироваться, подстроиться под это население местное, где вы живете, в той стране, вы стараетесь стать американцем, немцем, я не знаю кем еще, в любой другой стране вы живете, и вы пытаетесь даже, не все пытаются, и не всем это надо 100 лет, но если даже вы пытаетесь вот прямо вот стать местным, то знаете что, если любая какая-нибудь буча начнется, любое волнение народное, первыми, кто пострадают приезжие люди, потому что все, кто приехали, на них обычно отрываются. Поэтому, если вы сегодня себя прекрасно чувствуете в чужой стране, я скажу вам про Германию, потому что большинство подписчиков моих, они находятся в Германии и пишут оттуда. Допустим, вы живете сегодня там, сначала шли слухи о войнах, сегодня уже подготовка, то есть уже мужчины на больше, чем на 3 месяца выехать не могут, им нужно в Бундесвере просить разрешение, получать разрешение на выезд. И, скорее всего, вам его не дадут, потому что планируется начать военные действия. Военные действия, вы знаете, с кем они хотят начать. Они хотят воевать с Россией. Причем начать хотят эту войну они сами. Россия не хочет воевать, а они хотят это начать. Так вот, когда они к этому подойдут, когда они это начнут, то полетит ответка. И Путин уже говорил, что удары ответные будут приняты по центрам принятия решения, будут сделаны. То есть, полетит туда, на запад, туда, обратно, туда, где вы живете сегодня, туда полетит. И представляете себе, кого начнут винить? Ну, кого начнут винить? Вы думаете, люди будут разбираться там, что вы там свои, там, да, вот ты же 30 лет здесь живешь, конечно, ты же свой. Да никто разбираться не будет. Вы там чужаки были и останетесь. Я смотрю, разные видео мне попадаются, и, видимо, так рекомендации тоже потом делаются в интернете, что какие ты смотришь, тебе понравилось, ты лайк поставил, тебе потом подобные попадаются, и мне все чаще попадаются ролики на тему людей, которые живут за рубежом и которые говорят, что я здесь не свой, я здесь не своя. Насколько сложно этим людям. И на днях я читал комментарии, женщина пишет: 20 лет я здесь, всеми силами, говорит, я старалась интегрироваться и старалась и научилась всему. Научилась языку, научилась сортировать там этот мусор, сортировать бутылки, там, образно говоря, понятно, что, да, это не самое главное, чему человек научился, но человек научился чему-то, да, человек старался, человек пытался влиться в это общество, стать здесь своим. И до сих пор проходит 20 лет. Это для жизни сегодня, для жизни человека
Это очень большой отрезок жизни. Если человек 80 лет живет, это 1/4 жизни. И вот так прожить такую вот четверть жизни своей, прожить и понять, что ты не свой и своим никогда не станешь, о чем эта женщина тоже говорит, то это большая печаль и грусть. Вот просто в таком состоянии жить. Еще она говорит, что самое печальное, что мы и назад вернуться не можем, и там мы уже не свои. Это неправильно, я вам хочу сказать. Я написал в комментарии этой женщине, что у нас люди возвращаются, никто, ни от кого из них я не слышал, чтобы они говорили, что они здесь чужие. Люди возвращаются, покупают себе дома, покупают квартиры, устраиваются как-то на работу там или свое дело открывают. И никто, ну я от них не слышал, что они говорят, мы чужие. Да, люди, которые пожили в Европе, конечно, они, у них может быть немножечко уклад жизни свой, да, у них немножечко культура общения другая, да, это даже не немножечко, это прям вот у многих прям заметно, да, Вася? Сейчас я Ваську возьму на руки. Ой, Васек, ты мать пришел ко мне, мой котяра такой. Ай, ты мой красавец. Смотрите, какой красава у меня котяра. Смотрите, какой красавчик. Васька. Ай, такой красава. И такой добрый кот, хороший кот такой. Вы знаете, люди, которые приехали действительно сюда назад, но не то, что назад, некоторые жили не в России, некоторые жили в Казахстане, где-нибудь в Киргизии, вот они переехали сейчас в Россию. Это не то, что я вас сейчас зову, некоторые понимают неправильно, зачем ты агитируешь в России, зачем ты зовешь. Я просто к тому, что люди у нас приезжают, я вам по факту говорю, люди приезжают, и я не встречал, чтобы кто-то жалел. Я слышал, что есть какие-то люди, которым было сложно, много снега, длинная зима, решили уехать. Вот об этом я слышал, то есть сейчас речь не об этом, но о том, что ты здесь, все равно ты приехал, ты говоришь по-русски, ты здесь свой. И даже если ты говоришь, скажем, с акцентом по-русски, все равно люди понимают, что твои корни, они из бывшего Советского Союза, с какой-нибудь из республик, и отношение к тебе как к своему. Поэтому, друзья мои, я бы не хотел оказаться в сложной ситуации в чужой стране, потому что там, ко всей сложности, которую будут переживать местные, вы будете испытывать больше проблем, скорее всего. Я вам этого не желаю, не дай бог, но скорее всего оно всегда так бывает. То есть посмотрите, любые волнения, даже у нас здесь в республиках бывшего Советского Союза, вот эти межнациональные какие-то вспышки были, они были именно по отношению к каким-то меньшинствам. Вот так оно всегда происходило. А Россия, она многонациональная страна, и здесь какой бы вы национальности не были из бывшего Советского Союза, здесь у нас, не знаю, больше 100 национальностей, вы здесь просто свой, живете, вы по-русски разговариваете, общаетесь, вас никто здесь не считает за чужака. Вот. Поэтому, на мой взгляд, я бы не хотел, не знаю, я вам не говорю, что вам сейчас нужно все бросить и ехать в Россию, но это просто мои наблюдения. Оказаться в чужой стране в сложное время вдвойне страшнее, чем местному населению будет. А так как Европа конкретно готовится к войне с Россией, то сложные времена там будут, они туда придут. Пока еще не поздно, я думаю, стоит изменить свое географическое местоположение. Вот такие мысли, друзья. Ладно, я буду работать.